Привет, меня зовут Сергей. Скоро у нас с вами 1 апреля, а это день розыгрышей. И я предлагаю вам разыграть ваших друзей с помощью вот такой фигурки в виде паучка, которую мы с вами сегодня сплетем. Его можно подложить куда-нибудь в сумку или просто кинуть в своего друга. Я думаю, он развеселится и обрадуется. Или как-то, может быть, даже учителя напугать можно таким паучком. Ну что ж, давайте приступим. Приготовьте ваш станок. Ряды на нем расположите так, чтобы центральный немножко выходил вперед по сравнению с двумя крайними рядами. Открытые стороны столбиков должны смотреть на вас. Работу над пауком мы с вами начнем с создания отдельных деталей. Это будут ноги, и затем в процессе плетения мы их прикрепим к основному телу паука. Итак, давайте посмотрим, как делаются ноги. Сначала отсчитайте 11 черных резинок. 1, 2, 3. 11 резинок. Берем одну из них и накручиваем на крючке 4 оборота. Накинули, это один оборот получился. Затем второй, третий и четвертый оборот. Теперь возьмем одну резиночку, закрутим ее на пальцах в 2 оборота. Накинем на кончик крючка и на эту резинку скинем вот эти 4 оборота, которые мы только что сделали. Вторую часть черной резинки возвращаем обратно на крючок. Вот такая заготовочка на данный момент у нас есть. Теперь берем следующую резинку и тоже закручиваем на пальцах в 2 оборота. Накидываем на кончик крючка и уже вот эту заготовку скидываем на резинку, скрученную вдвое. Вторую часть возвращаем обратно на крючок. Еще одну резиночку берем и делаем с ней точно так же. Скручиваем вдвое, накидываем на кончик крючка и снимаем всю эту заготовку на эту скрученную вдвое резинку. Вторую часть возвращаем обратно на крючок. И еще одну резинку берем и с ней поступаем опять же точно так же. Скидываем на нее вот эту заготовку. И точно ту же операцию произведите и с оставшимися резинками. То есть каждую из них мы скручиваем вдвое и на нее скидываем заготовку, которая у нас уже на крючке есть. Одна готовая нога у нас получилась, или лапа. Если мы делаем паука, то это, конечно же, лапа. Возьмем теперь вспомогательный крючок и на него скинем вот эту заготовку. То есть я просовываю этот крючок в те петли, которые у меня на основном крючке находятся, и аккуратненько убираю основной крючок. Одна лапка есть. Теперь поставьте это видео на паузу и сделайте еще таких же 7 лапок. Всего у нас должно получиться их 8 штук. Я уже предварительно сделал их, и поэтому могу уже перейти непосредственно к плетению тела паука. А для этого нам понадобится станок. Если у вас есть бусины размером 6 или 7 мм, то будет очень хорошо, если вы их будете использовать для глаз паука. И давайте посмотрим, что нужно сначала сделать. Возьмем вот такую проволочку, я ее согнул в виде английской буквы В, и накидываю 2 резиночки вот сюда. Теперь беру бусинку и вставляю ее в один конец проволоки, просовываю, и сейчас мы эту бусинку накидываем на вот эти 2 резиночки. И после этого снимаем с проволоки. Вот такая заготовка у нас получилась, это будет глаз. Если у вас бусинок нету, то просто возьмите 2 резинки, использовать скрученную в 4 резинку для глаза здесь особого смысла нет, потому что она не очень хорошо будет смотреться. А вот если есть бусины, тогда именно их используйте. И эту теперь заготовку мы с вами должны накинуть на центральный столбик, одну часть. Теперь подвинуть бусинку максимально к центральному столбику, а другую часть накинуть на столбик другого ряда. И у нас эта бусинка с глазом должна вот так стоять.
Еще раз объясню для тех, у кого нет бусинок. Вы просто возьмите две резинки и накиньте их вот таким образом, без всяких бусин. Если же бусины есть, то такую заготовочку накидываем вот сюда. Размещаем бусинку ближе к центру. И вторую часть накидываем на соседний столбик. Вот так. У нас глаза готовы. И теперь далее переходим к плетению головы. Здесь у нас будет и голова, и основное тело паучка. А вот в самом низу у нас будет брюшко этого паука. По правому и левому ряду накидываем по 2 резинки. Справа 2 и слева 2. По центру накидываем 2 пары последовательно. Одну пару сначала накинули, и затем еще одну пару. И теперь сводим с краев резинки к центру, накидывая тоже парами. Вот здесь пара к центру. И с правого ряда к центру тоже накидываем пару резинок. Голова у нас практически готова. Чтобы она была немножко поплотнее, мы еще и центр забьем. 2 резинки берем, накидываем со второго левого на второй центральный. И еще 2 берем, накидываем со второго центрального на второй столбик правого ряда. Вот так. Далее переходим к брюшку, это голова, а дальше будет брюшко. Берем 2 резиночки и накидываем вниз. Еще берем 2 и накидываем к левому ряду. Следующую пару накидываем к правому ряду. Далее по левому и правому ряду накинем по паре. Здесь и слева тоже пара. Теперь возьмем одну черную резинку и скрутим ее на пальцах в 2 оборота. И накинем на вот эти столбики левого и правого ряда, как бы натягивая сильно эту резинку. Если у вас совсем слабенькие резинки и не тянутся, то вы можете просто одну накинуть, не скручивая ее вдвое. Теперь нам понадобятся 2 резинки белого цвета, чтобы сделать такое пятнышко на спинке паучка. И по центральному ряду мы накидываем вот такую белую резинку. Теперь по левому и правому ряду накидываем по паре. Вот здесь 2 резинки вниз. И с этой стороны тоже 2 резинки накидываем вниз. Теперь вновь берем одну резинку и скручиваем ее вдвое на пальцах. Накидываем точно так же, как делали немножко ранее, на вот эту пару столбиков. Теперь следующая пара резиночек накидывается чуть ниже, черная. И еще пара накидывается чуть ниже, тоже черная. Замечательно. Теперь берем еще 2 резинки и посмотрите, как нам их нужно накинуть. Нам нужно соединить последние столбики левого и правого ряда с вот этим центральным. То есть накидываем, натягиваем, натягиваем, натягиваем вот сюда. И с левой стороны тоже накидываем сначала на центральный столбик, потом тянем, тянем, тянем и накидываем на последний столбик левого ряда. И получается, что у нас на брюшке на левом ряду 1, 2, 2 пары, а по центру у нас всего получается 4 пары черных резинок. На последний столбик центрального ряда нам нужно накинуть одну резинку и закрутить ее здесь 4 оборота. Накинули, это 1 оборот получается. Закручиваем 2 оборот, 3 и 4. Чтобы тело паука было более плотным, мы точно так же, как и делали с головой, накинем вот такие резинки по диагонали. Берем 2 штучки, накидываем с левого столбика на центральный по диагонали и с правой стороны тоже с последнего столбика правого, то есть ряда, на вот этот диагональный по диагонали на центральный. Еще берем 2 резинки, соединяем теперь чуть выше, 2 и еще 2. Вот так. И на данный момент у нас должна получиться вот такая конструкция, к плетению которой мы сейчас и переходим. Возьмем наш крючок и заведем его внутрь последнего столбика центрального ряда, на котором есть резинки. И отодвинем тыльной стороной крючка резинку, закрученную 4 оборота. Захватим пару резинок, которые находятся выше всего. И эта пара в моем случае относится к столбику левого ряда. Я ее сюда и накидываю.
Захватываем следующую пару, и она уже относится к столбику правого ряда. И, наконец, еще одну пару здесь захватываем, и она уже идет, конечно же, на центр, вот сюда. Чтобы натяжение резинок было здесь не таким сильным, мы возьмем вот эти резиночки с последнего столбика и просто их снимем. Тогда резинки немножко расслабятся, и дальше нам будет проще плести. Теперь нам нужно сплести вот эти диагональные резинки, соединяющие левый ряд с центром и правый ряд с центром. Заводим крючок внутрь, захватываем пару резинок диагональных и накидываем их на столбик центрального ряда. С правой стороны делаем то же самое. Захватываем верхнюю пару и накидываем на центральный столбик. Теперь вот этот центральный столбик мы накрываем резинками, которые берем вот здесь, с предыдущего столбика центра. Снимаем изнутри и накидываем вперед, как бы накрывая вот эти резинки, которые здесь уже есть. Теперь работаем вот с этими столбиками. Да, кстати, если вы плетете быстрее, чем я объясняю, то есть ушли уже в процессе плетения вперед, то остановитесь, пожалуйста, вот здесь. Голову пока не плетите, потому что мы с ней немножко по-другому будем работать. А мы, те, кто плетет со мной, продолжаем. Сейчас захватываем вот эти резиночки, сначала на левом столбике, отодвигаем, которая соединяет вот эти и скручена вдвое. Изнутри захватываем нижнюю пару, снимаем со столбика и накидываем вперед. С правой стороны тоже изнутри все лишнее отодвигая, захватываем нижнюю пару и накидываем вперед. Теперь здесь нам нужно сплести вот эти диагональные резинки. Давайте с левой стороны начнем. Снимаем, накидываем на центр. И справа захватываем вот эту верхнюю пару и накидываем на центр. И этот центральный столбик мы накрываем белой резиночкой, которую захватываем изнутри, все лишнее отодвинув. Снимаем и накидываем вот сюда. Теперь продолжаем работу с левым рядом и правым рядом. Отодвигаем резинку поперечную, скрученную вдвое, и изнутри захватываем нижнюю пару. Накидываем вперед. И с правой стороны делаем то же самое. Отодвигаем поперечную, изнутри захватываем пару и накидываем на впереди идущий столбик. Теперь разбираемся вновь с диагональными, соединяющие вот эти столбики. Захватываем здесь, накидываем на центр. И справа захватываем и накидываем на центр. Опускаем резинки вниз. И все вот это дело, которое сейчас находится на данном столбике, мы накрываем парой резинок, которые берем с центрального предыдущего столбика. Снимаем и накидываем вот на этот центральный. Замечательно. Теперь уже переходим к плетению головы. И сейчас нам понадобятся те ноги, которые мы делали чуть ранее. Возьмем одну заготовочку и просунем основной крючок внутрь петелек, которые у нас находятся на вспомогательном крючке. Придерживаем пальцем и вспомогательный крючок убираем. Вот такая ножка у нас есть. Она пока находится на крючке. И сейчас нам нужно завести крючок внутрь третьего столбика центрального ряда и захватить пару резинок, которые находятся выше всего. Отодвигаем и смотрим. В моем случае эта пара резинок относится к столбику правого ряда. Я ее снял со столбика, и пока я эту пару резинок не накинул вот сюда, я должен взять вот эту заготовочку и снять ее на эту пару. А вот теперь уже накидываем на тот столбик, которому она и принадлежит. И получается, что нога у нас прочно закреплена. Теперь следующую заготовку ноги берем, накидываем на основной крючок, те петли, которые были на вспомогательном, и захватываем вновь с центрального столбика самую верхнюю пару, и она уже у меня относится к левому столбику. Но прежде чем я ее сюда накину, я возьму вот эту лапку и скину ее на эту пару резинок. И накидываем теперь вот сюда.
Она тоже прочно закреплена. И теперь вновь заводим крючок сюда и захватываем самую нижнюю пару резинок. Она относится к центральному столбику. И накидываем ее на центр. Теперь нам нужно на основной крючок накинуть сразу две пары лапок. Одна и вторая. Убираем вспомогательный крючок. Две ножки у нас размещены. И захватываем вот эту резиночку, соединяющую первый и второй столбик левого ряда. Изнутри захватили, сняли со столбика. И прежде чем накинуть, мы должны на эту резинку снять вот эти две лапки. Сняли, а теперь уже накидываем. С правой стороны поступаем точно так же. То есть сначала захватываем вот эти резинки. Раз, два, двух лапок. Убираем вспомогательный крючок. Захватываем вот эту резинку изнутри, отодвинув все лишнее. Снимаем со столбика и накидываем сразу две пары на эту резинку. Раз, два. И теперь резиночку накидываем на впереди идущий столбик правого ряда, которому она и принадлежит, собственно. Все, и эта пара у нас успешно закреплена. Теперь одну лапку накидываем на основной крючок. Снимаем с крючка. Захватываем резинку, на которой находится глазик. Вот эту диагональную. Захватываем изнутри, снимаем со столбика. И размещаем здесь ножку. Лапку накидываем на центральный столбик. С правой стороны повторяем эту же операцию. Снимаем на крючок. Захватываем глазную резинку справа. Изнутри. Накидываем на нее лапку. И теперь на центральный столбик. И теперь все это накрываем той резинкой, которая у нас соединяет вот эти два столбика, первый и второй. Захватываем ее изнутри, снимаем со столбика и накидываем на впереди идущий. Замечательно. Теперь нам понадобятся две резинки. Мы просовываем крючок внутрь первого столбика сквозь все резинки и вытаскиваем этот крючок в самом низу. Накидываем на кончик крючка пару черных резинок и вытаскиваем сверху, нечаянно не захватив ничего лишнего. Из этой пары резинок теперь нам нужно сделать петельку, то есть просовываем одну часть внутри другой части этой же пары и затягиваем, насколько позволяет прочность ваших резинок. Все у нас сплетено, и теперь снимаем получившуюся конструкцию со станка. Давайте теперь расправим получившуюся фигурку. Вот здесь, где находятся глаза, там у нас лицевая сторона. Глаза можно еще немножко, если есть возможность, подвинуть ближе друг к другу. Выравниваем брюшко. Так. Видите, здесь такое получилось у нас пятнышко из белых резинок. Так. Глазки еще ближе к центру размещаю. Ну вот, замечательно. И сейчас у нас, посмотрите, по центру есть такие две петельки, которые нам немножко мешают. Если хотите, вы можете их вплести куда-нибудь в нижнюю часть этого паука. Но если хотите, вы можете сделать усы, просто взяв и отрезав часть резинки. И вот такие как бы щупальца или усики у этого паука получились. Я не знаю, если у настоящих пауков такие усики, но пусть у нашего паучка они все-таки будут. Лапки расправляем, и сейчас, если хотите, опять же, вы можете сделать вот что. Отсчитываем где-нибудь 4 или 5 секций ноги и пробуем вытянуть резинки таким образом, чтобы у нас получился сгиб. Вот такой сгиб лапки.
На следующей лапе делаем то же самое. Берем просто и вытягиваем вот так резинкой, как бы поворачивая лапку. На следующей делаем то же самое. Еще на одной. И тогда паук у вас получится более объемным и сможет даже не просто лежать, а даже стоять. Так, еще на одной лапе. И на последней. Ну вот, все лапки у нас теперь более-менее расположены так, как у настоящего паучка. И, собственно, наш паук готов. Я надеюсь, что вам этот урок понравился, и вы себе тоже такого паука сплетете. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки и пишите, как вы разыграли на 1 апреля своих друзей с помощью такого паучка. До новых встреч! Пока!